Здравствуйте! Сегодня меня интересует вот такой вопрос. 1 час русского в неделю – это много или мало? Давайте попробуем ответить на этот вопрос, и в этом нам поможет кривая забывания. Эту кривую разработали 100 лет назад. Ее разработал ученый по фамилии Эббингаус. Но вы сами можете погуглить, что он за человек и чем он занимался. Нам нужна кривая, и мы будем пытаться сделать прямую из этой кривой. Когда мы выучили материал, в нашей голове, конечно, сохранится все 100% этого нового свеженького материала. Пройдет 20 минут, мы забываем часть материала, и в голове остается только 80%. Прошел еще час, и в нашей голове останется всего 60% изученного. Через 9 часов в памяти останется всего 40% от изученного, а через 7 дней только 20%. Получается, что когда мы возвращаемся на урок через неделю, и мы ничего не повторяли, то у нас в голове остается 20%, практически мы начинаем учить все сначала. Как же нам помочь? Ведь мы же хотим все помнить, мы хотим использовать изученные знания, изученный материал. Давайте наложим другую кривую, которая поможет нам понять механизмы памяти. Если мы повторили изученный материал через 9 часов, то бум! Кривая снова становится на 100. Если мы повторили материал через 2 дня, опять 100. И если мы повторили изученный материал через неделю, то у нас получается 100% материала осело и запомнилось в нашей голове. Ну, какой из этого вывод? Старый как мир. Повторение – мать учения. Поэтому я постоянно говорю вам, что заниматься лучше 2-3 раза в неделю, по 30-40 минут, делать домашнее задание в промежутках надо. Делать домашнее задание нужно именно в промежутках. Нет смысла в домашнем задании, которое вы сделали прямо перед уроком. Нужно делать задание, например, если у вас занятие в понедельник и в пятницу, то задание лучше делать в среду. Я постоянно пишу и делаю видео про важность повторения. У меня есть видео про дриллинг, у меня есть видео про тренажер «Три богатыря». Я рекомендую вам посмотреть их. Если вы уже смотрели, смотрите заново. Повторение – мать учения. Все ссылки вы найдете в описании. Хорошего вам повторения!